Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео мы снова разберем несколько русских слов. Не зря я сказала слово снова, потому что в этом видео мы будем разбирать слова опять, снова, вновь, еще раз, заново. И чтобы не смотреть это видео потом заново, досмотрите его до конца и сделайте для себя комментарии. Итак, все эти слова показывают повторные действия. И вообще-то различия между ними практически только стилистические. Снова это нейтральное слово. Его можно использовать во всех видах речи. Эта книга скоро снова будет опубликована. Когда мы снова увидимся? После обеда мы снова пошли гулять. Опять это также может быть нейтральное, но чаще это разговорный стиль. У мамы опять срочная работа. Я опять опаздываю на работу. Он опять заболел. Кажется, ему нужно найти хорошего врача. А вот уже слово «вновь» – это точно книжная речь. Мне одной кажется, что в сентябре вновь вернулось лето. Критики вновь заговорили об этом писателе после нескольких лет молчания. На лекции профессор рассказал о вновь изобретенном лекарстве. Обратите внимание, да, что слово «вновь» все в каких-то таких книжных контекстах. Слова «еще раз» показывает повторное действие, которое кто-либо совершает в добавлении к предыдущему. Давай повторим еще раз. Мы это уже повторяли, и еще раз плюс повторим. Мама еще раз проверила, взяла ли она все с собой. Я позвонила маме еще раз и напомнила о нашей вечерней встрече. Мне захотелось еще раз посмотреть этот фильм. А вот слово «заново» показывает, что действие не просто повторяется, а делается сначала до конца по-новому. Иначе, не так, как прежде. Или же вообще действие происходит впервые, в первый раз. Родители вместе с детьми заново проходят школьную программу. Этот дом строители строили заново. Каждый понедельник она начинала жизнь заново. Давайте сравним на примерах. Дом снова покрасили, то есть старое испортилось, и его покрасили снова через некоторое время. Дом еще раз покрасили, возможно, в первый раз это было сделано плохо, повторили еще раз, или же дом заново покрасили. Значит, первая покраска была неудачная, и его от начала и до конца сделали заново. Возможно, поменяли краску, возможно, изменили цвет и так далее. Давайте сравним. Он решил еще раз позвонить матери или он решил опять позвонить матери. Какая может быть разница? Он решил еще раз позвонить матери, он повторяет тот же самый процесс. Он решил опять позвонить матери, да, он повторяет процесс, но, возможно, в первый раз звонок прервался или возникли какие-то трудности, и он повторяет незаконченное действие. Он решил опять позвонить матери. Вот и все. Очень похожие между собой слова, но есть небольшая стилистическая разница, и немного меняется от этого и значение. Не забудьте написать комментарий не только у себя, но и под этим видео. Подписывайтесь на канал Russian Language Club, давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока, до скорой встречи!